Представители знака зодиака Телец, тельцы мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября. Последний осенний месяц. Вот как раз на этой неделе мы словно разменяем, и дальше уже зима. Время мчится. У меня так точно. Ну, давайте мы узнаем, что нам подскажут карты. И я так надеюсь, первое, мы с вами проведем приятное время. Какой-то инсайт вы определенно получите. Или свою жизненную историю на пару шагов вперед сможете просчитать. Пазл, может быть, какой-то сложится. Итак, первая карта. Что важно знать на неделю? Или важное событие, чем придется заниматься? Уделять внимание, может быть, больше. Чего не избежать, неожиданности это у нас будут. Чему сейчас не время или что может помешать? Что будет помогать, радовать? А что скрыто? Может быть, и мы чего-то не замечаем. А может быть, и с нами хитрят. Мы узнаем. Итак, дальше. Дела, работа, бизнес. Давайте энергетику посмотрим. Финансовая, как история ваша будет на неделе складываться. Что в личной жизни нам принесет. Ну и подытожим совет от карт. Итак, давайте узнаем, что важно знать. Ух ты, туз кубков через край. Эмоции через край. Приятные, мои дорогие тельцы. Посмотрите. Ну, время, наверное, увидеть, знаете, как что-то глобальное, большое видится на расстоянии. Может быть, себе поставить какую-то цель, мечту, как будто все возможно. Может быть, и с расчетом на какой-то срок, не без этого. Но тут все сразу. А тут и деньги где-то нам говорят будет. Почему? По этой карте посмотрите, сколько рыб золотых, мои дорогие тельцы. Наверное, такие же, как и вы. Ну, правда, золотой телец считается. Именно телец у нас за финансы отвечает. Так вот, как будто и эмоциональный какой-то, не просто баланс, а что-то радостное, доброе, хорошее, счастливое какое-то, вот, может быть, случай или событие, или известие, признание в любви. Но есть и как будто и для души, и для чувств, и для кармана. Здорово. Неожиданности давайте узнаем. Нам опять про карман, в общем-то. Девятка кубков, вроде бы кубки, да, но это не этот кубок. Здесь имеется в виду финансовый успех. Это карта самодостаточности, карта, когда мы все правильно просчитали. В неожиданностях к вам может прийти подобный успех, к вам может прийти популярность. У вас появится какая-то возможность, к примеру, даже получить должность, но значит в последующем это будет означать какой-то финансовый эквивалент. Когда вы будете управлять каким-то процессом, а не вами руководить. Вот у вас на этой неделе есть такая возможность. И у нас на карте показан человек как хозяин ресторана, таверны, может быть. И он поднимает этот кубок за здравие свое личное, но и своих посетителей, что, в общем-то, где-то взаимосвязано. Вот что-то по части, может быть, дела, работа, бизнес, какие-то ваши устремления, может быть, документы какие-то готовы, или важное событие произойдет, которое тоже перед вами какие-то прогрессивные изменения на длительный период откроются, или само по себе получение денег, когда это пройдет как-то без заминки, быстрее, а может быть и больше сумма. Но материальное благополучие, успех, как будто в неожиданностях. Чему сейчас не время или что может помешать? И тем не менее, вот прямо так сходу, с места в карьер отправляться, ну, знаете, допустим, в путешествие или в какую-то поездку, как будто не время. Может быть, не эта неделя, это всего 7 дней. Это короткий такой срок. Может быть, через неделю вы поедете. Хотя, с другой стороны, не время надеяться на авось. По этой карте колесница, это тоже, кстати, в этой колоде карта успеха. И я не могу сказать, что чему-то сейчас не время. Может быть, ускорять какие-то события не время. Что там вы получаете, что-то у вас есть возможность совершить, сделать, определиться, согласовать и так далее. Но есть, может быть, еще и то, что развивается по каким-то своим канонам или в каких-то своих временных рамках. Поэтому примите это старший аркан. Это всегда какие-то обстоятельства. Может быть, с учетом обстоятельств, то, что как будто будет у вас на злобу дня, ну, это вы решаете.
Но сказать, что педалировать, как вот вы хотите, не учитывая какую-то внешнюю обстановку или обстоятельства, которые вас окружают, вот это как будто может помешать. Но так, в принципе, ничто не мешает вам, мои дорогие. А что будет помогать и радовать? Ну, вот все наоборот. Интересно. Семерка жезлов – это карта соревнования, спора, выяснения отношений. Ну, кстати, если в позиции, что нас будет радовать, может быть, вы проясните с человеком конкретным ваши отношения. Или какой-то важный разговор состоится. Может быть, вы его откладывали, потому что думали, что, ну, будет где-то неприятный. Может быть, и состоится. Может быть, и где-то вы будете так настороже немного. Но есть возможность проговорить что-то, расставить по местам. С чем-то определиться, это точно. И может быть то, что прежде у вас словно зависло, или, знаете, вы не договорили, не хотели обострить какой-то конфликт, или боялись, ну в каком смысле, боялись, не хотели, чтобы вас неправильно поняли, может быть тоже. А здесь как будто нам высшие силы помогают, и тысячи недоразумений между людьми могут быть как раз согласованы. Сильная позиция у вас, мои дорогие тельцы. Дела, работа, бизнес. Ну, вы сами. Вы лучше всех все знаете. И какова бы ни была у вас вокруг обстановка, из хаоса создать порядок вы определенно сможете. Это реализация собственных идей, собственных желаний. Где-то, если вы занимаетесь творчеством, то здесь тоже какой-то прогресс, когда вы видите, что я могу своим творчеством зарабатывать деньги, хорошие деньги. Я могу себя развивать, мне интересно этим заниматься. У кого-то появится не просто желание, а конкретная убежденность, что мне нужно работать на себя. Или если вы работали на 2 работах, с чем-то вы тут тоже можете определиться. Вот то, что было словно в тени, оно теперь выходит на авансцену. И для себя на будущее вы можете, ну, не просто фундамент нам тут говорят заложить, а, знаете, такой хороший фарватер с достаточно протяженной как бы дистанцией, когда для вас будет ситуация контролируемая, когда вы будете понимать, чем я занимаюсь, что я за это получу, если финансово мы говорим, да, эквивалент, или куда идут наши отношения, про любовь тут тоже какая-то история любовная или личная, и неважно, может быть, вы просто встречаетесь с человеком или проживаете, или вы человек семейный, и дети у вас, ну вот есть какая-то личная, может быть, история, которая тоже может быть, как будто, знаете, вот шероховатости, если даже были, даже если все хорошо, но что-то здесь становится как тайное явным на этой неделе. Больше определенности, больше четкости, больше понимания. Финансы, хотя нам тут уже сказали про финансы. Вы знаете, тем не менее, вообще задержка может быть в финансах. Но может быть, вы ожидаете получить финансы в начале недели, а получите вы их как-то в конце. По этой карте может быть и в принципе какое-то ожидание или сам по себе неспешный период. Может быть, вы будете что-либо просчитывать наперед и не делать это в каком-то ритме синкопы, когда надо все быстрее сделать, все сразу, как-то вот куда-то торопиться, да, себя где-то нагружать излишней работой, обязанностями. А здесь вы, скорее всего, что-то просчитаете на дистанцию, повторюсь, но в каком-то спокойном ритме. Вот для кого-то и так может быть. Для кого-то из вас это могут быть еще, мы все-таки смотрим финансы, деньги вашего партнера. А еще у вас все-таки 2 королевы, и пусть одна где-то олицетворяет вас. Но когда больше одной королевы, посмотрим еще, это всегда вы в центре внимания. И где-то сплетни, мои дорогие тельцы, такое может быть. Хотя 2 не расскажут, если бы их было 4 или 3, это наверняка, но все-таки 2 уже есть. И поэтому то, что, ну, где-то словно за вами наблюдают, что у вас получится или нет решить какой-то вопрос. Это может быть кто угодно. Этих людей вы можете даже не замечать. А вот ваша персона может быть кому-то интересна. В части финансов особенно. Поэтому много о себе не рассказывайте. У вас как будто что-то очень хорошее, доброе намечается с учетом всех вот этих карт, потому что перемены, они все равно придут. Что-то у вас еще будет вот-вот меняться, может быть, не раз.
потому что Юпитер, Уран в вашем знаке в ретро-движении до конца года. Все равно вы что-то будете переделывать, может быть, перекраивать из прошлого, передумывать, как-то улучшать, реорганизовывать. Вот этот неизбежный процесс до конца года продлится. И словно есть все равно любопытствующие особы, которым есть до вас дело. Вот старайтесь сделать все так, чтобы они ничего о вас не знали. Вы будете спокойнее спать. Личная жизнь. Могут быть вопросы, связанные с детьми, даже подросшими детьми, когда, вы знаете, какое-то недопонимание может быть, или какой-то новый проект у вашего чада, вполне вероятно, и он будет просить где-то вашей помощи. Ну, тут уже, наверное, у каждого по-своему. По пажу мечей это еще такой момент, когда мы ищем правду. Мы хотим докопаться до какой-то сути, и, судя по всему, у нас это получается. Причем, если бы раньше мы готовились как к сложному разговору, знаете, с таким тяжелым сердцем, а здесь это у вас так, знаете, раз и прошло. И для вас все уже понятно. Поэтому сама по себе более позитивная неделя, мои дорогие тельцы. Давайте откроем совет от карт. Ну, тут, как знаете, ангел вам, хранитель помогает, высшие силы помогают. Есть вот как два старших аркана. Колесница — это сами по себе успешные какие-то перемены, когда мы отпускаем прошлое. Оно само от нас хочет как будто оттолкнуться и сказать: забудь меня, телец, вот есть то, что тебе уже, ну все, я тебе не пригожусь больше. И по карте-то страшного суда нам тоже говорят: возрождение. Вот такой совет. Никогда не будет как прежде. И встречай все то, что приходит на твой порог. Две карты как раз о переменах, когда прежние шаблоны не работают. Не нужно думать, может быть, о людях, если была какая-то ситуация со знаком минус, или было утрачено взаимопонимание, не нашли общий язык, не смогли договориться, а тут вы сможете. Вы, ну, может быть, еще и обстановка как-то будет влиять таким образом, чтобы ну, вы видели поконкретнее какую-то ситуацию. И тогда вы будете четче понимать, нужно мне этим заниматься или нет. Но как будто, знаете, вот как новые краски жизни для вас. Заиграет эта самая жизнь, какие-то новые возможности буквально и зовут, и манят. Что-то вы уже начнете осуществлять на этой неделе, а что-то будете планировать на последующий срок. Прекрасно. Это момент перехода. Но правда, вот у кого-то личная жизнь, уделите внимание, что скрыто. Вы можете так, знаете, как будто отодвинуть на потом решение каких-то личных вопросов. Имеется в виду, вот я сказала по пажу мечей, может быть, вопросы и с детьми будут. Но, значит, поступайте, как вы считаете нужным. А для кого-то все-таки десятка кубков — это не только взаимодействие с нашей семьей, такое тоже есть по этой карте. Но это могут быть, к примеру, вопросы, связанные с жильем конкретным, недвижимостью, с имуществом каким-то. Может быть, отчасти с учетом карты колесница у вас, может быть, переезд намечается. И здесь, знаете, может переезд этот даже не в ту область, куда вы прежде собирались, а как-то вы тут что-то переделать можете. Или откроются какие-то новые возможности, может быть, не в то жилье, куда планировали, а в какое-то более лучшее. Или как-то, ну, для вас словно пространство будет давать какие-то новые варианты. Интересно жить. И перспективно жить вам на этой неделе. И правда, есть и то, что для души, для чувств, для сердца, ну, есть то, что и для материализма. Не без этого в конечном итоге это все наше благополучие, какой-то баланс вот на этой неделе. И его как будто нужно продлить, не оглядываясь назад. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.